Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить ПП-конфеты «Птичье молоко». Они не содержат сахара и лактозы, а по вкусу и текстуре неотличимы от классических. И при всем своем потрясающем вкусе эти конфеты низкокалорийны и низкоуглеводны. В конце видео я покажу, как можно применить такие конфеты к кондитеру. Для застывания суфле я буду использовать прямоугольную форму 19 на 6 см. Можно проложить ее внутри пищевой пленкой, а можно смазать жидким растительным маслом. Теперь можно приступать к приготовлению суфле. Нам понадобится 3 белка крупных куриных яиц. Или можно, как я, использовать сухой яичный белок альбумин. Для этого нужно взять 105 грамм воды и 15 грамм альбумина. К белкам добавляем 1/4 грамма ксантановой камеди, если она у вас есть. Можно и не добавлять, в данном рецепте это не обязательный ингредиент, но с ней надежнее. Я размешиваю камедь сначала с сухим яичным белком, а потом добавляю воду и тоже тщательно размешиваю. Ксантановая камедь – это натуральный ингредиент, который помогает взбитым белкам оставаться стабильными даже без использования сахара. Оставляем альбумин набухать в воде на несколько минут. Также нам понадобится 100 грамм какого-либо объемного подсластителя. Здесь не подойдет интенсивный, такой как фитпарад, так как вы не можете взять его 100 грамм, это будет слишком сладко. Но можно использовать натуральные сиропы без сахара, мед, а также смеси ретрита и изомальта. У меня здесь подсластитель монк-фрут или фрукт монаха в смеси с эритритолом. Это натуральные безопасные подсластители без калорий и, соответственно, углеводов, которые не повышают уровень сахара в крови. При этом привкус эритритола в этой смеси практически не чувствуется. Ссылку на мой подсластитель, а также варианты замены я оставлю для вас в описании под видео. Добавляем 70 грамм воды и 8 грамм агар-агара. Перемешиваем. В таком варианте конфеты получатся умеренно сладкие, совсем не приторные. Если вы любите сладость ближе к классическому варианту, добавьте немного подсластителя с высокой степенью сладости. Отправляем на плиту и увариваем до нужной температуры и густоты. Я вам обязательно покажу и расскажу как. Но одновременно с увариванием нужно начинать взбивать яичный белок. Я домешиваю альбумин, теперь он легко расходится. Отправляю белок в чашу для взбивания и взбиваю на средней или средневысокой скорости до появления устойчивых пиков. Здесь крайне важно не перевзбить, особенно если вы не используете камедь. Следите за белками очень внимательно. Как только появятся устойчивые пики, нужно останавливать взбивание. За сиропом тоже важно следить. Его варим на среднем огне, слегка помешивая. Можно при этом замерять температуру для точности. Если у вас подсластитель такой же, как у меня, то достаточно довести до 93-94 градусов Цельсия. Если вы используете сироп или мед в качестве подсластителя, то температура будет выше. Лучше всего ориентируйтесь на консистенцию. Готовый сироп будет стекать с лопатки непрерывной тонкой струйкой. Проверяем консистенцию белков, на них должны быть видны устойчивые пики. Если вы остановите взбивание, белки будут абсолютно неподвижны при повороте чаши. Я не останавливаю, так как сироп уже готов. Вливаем сироп тонкой струйкой, стараясь не попадать на венчик. Я около минуты вливала сироп, и теперь надо действовать быстро. Вливаю 100 грамм кокосового молока комнатной температуры. Вместо него можно использовать мягкий творог с небольшим количеством масла ги, если вы употребляете лактозу, и 1 чайную ложку натурального экстракта ванили. Теперь осталось только вмешать эти ингредиенты. Я соскребаю лопаткой все непромешанные участки, еще раз взбиваю до однородности. И сразу перекладываю эту массу в форму, пока она не застыла. Немного разравниваю. Масса уже начинает застывать, поэтому действуем быстро. Отправляем в холодильник примерно на 2 часа. Для покрытия нам понадобится 100 грамм шоколада без сахара. Вообще на конфетах в итоге останется не более 50 грамм, но для удобства лучше взять побольше. Лайфхаки, как использовать оставшуюся глазурь, я пропишу в описании под видео.
Ставим шоколад на водяную баню с горячей, но не кипящей водой и оставляем на несколько минут. Когда шоколад полностью растопился, добавляем в него 25 грамм кокосового масла. Тщательно размешиваем до полного объединения. Получается жидкая гладкая глазурь. Достаем охлажденное птичье молоко. Проходимся лопаткой по краю формы, чтобы отделить суфле. Переворачиваем на доску. Срезаем неровные края. И нарезаем суфле на кусочки произвольной формы. Это уже очень вкусно, можно даже ничем не покрывать. А перед покрытием шоколадной глазурью поставьте конфеты в морозилку на 15 минут. Каждую конфетку окунаем в шоколад. Мне удобно использовать ложку и вилку. С помощью ложки я обваливаю конфету, потом перекладываю ее на вилку. Лишняя глазурь стекает. И можно выкладывать конфеты на подготовленную поверхность. В качестве поверхности для покрытой глазурью конфет можно взять любую удобную доску или подложку, покрытую пищевой пленкой. Такая глазурь позволяет покрыть конфеты тонким слоем, в отличие от чистого шоколада без масла. А на подмороженных конфетах глазурь схватывается очень быстро. Покрытые конфеты отправляем в холодильник на 10 минут, чтобы глазурь застыла до конца. Можно также обвалять конфеты в какао, этот способ еще проще. С ним конфеты получаются тоже красивые и достаточно вкусные. Но в этом случае они менее сладкие, поэтому я рекомендую добавить немного подсластителя на этапе приготовления сиропа. И покрытые какао конфеты обязательно нужно хранить в плотно закрытом контейнере, иначе они быстро подсыхают. Их плюс в том, что в таком варианте конфетки содержат всего 58 калорий и 1 грамм углеводов на 100 грамм. А у нас получились вот такие очаровательные конфетки. Пока глазурь холодная, она твердая. Но если надолго оставить их в теплом помещении или держать в теплых руках, она начинает таять. Давайте разрежем одну. Конфеты внутри мягкие, воздушные и очень вкусные. Нежно тают во рту и дарят потрясающий вкус. Настоящее птичье молоко, только в данном варианте абсолютно не приторное. С такой калорийностью и пользой это просто подарок. И вы можете регулировать уровень сладости на свой вкус. Такими конфетками можно стильно украсить торт. На небольшом торте они смотрятся очень эстетично, без какого-либо дополнительного декора. Рецепт этого шоколадно-кофейного торта совсем скоро тоже выйдет на моем канале. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!